Привет, народ! Мы находимся на канале «Свободный мир», и сегодня я, Олег Хазов, в этом коротком выпуске постараюсь рассказать о важной теме для соискателя убежища на территории Соединенных Штатов. Как известно, очередь на ожидание интервью в иммиграционных офисах вместо положенных законом сроков в настоящий момент составляет годы ожидания, а в некоторых случаях больше 10 лет. Многие соискатели страдают от столь длительных сроков ожидания, но часто не догадываются, что при наличии желания данный процесс можно значительно ускорить. И мы сегодня поговорим об этом. О тех способах, как можно попробовать попасть на интервью, не тратя годы ожидания и не нервируя себя неопределенностью в жизни. Каждый из записанных далее способов применялся либо нами лично, либо теми, кого мы знаем, и кто также устал от процесса ожидания. Законодательство Соединенных Штатов весьма сложное и запутанное, имеет огромное количество различных дополнений и поправок. Это существенно усложняет многие процессы. Но это же и является плюсом, поскольку, покопавшись в различных официальных источниках, можно найти правовой выход практически из любой ситуации, чем, собственно, занимаются юристы и адвокаты. Важно понимать, что перед подачей запроса на ускорение по любой причине ваш кейс должен быть полностью готов к рассмотрению. Это означает, что ваша история должна быть закончена. Все необходимые формы, документы, свидетельства, доказательства и иные необходимые в вашем кейсе бумаги собраны воедино и находятся в иммиграционном офисе. Все документы должны быть на английском языке или с официальным переводом. Поскольку очень часто соискатели отправляют лишь титульную форму на убежище в надежде предоставить весь кейс непосредственно на интервью, это может быть как причиной задержки на вызов на интервью, так и причиной отказа. Ориентируясь на собственный опыт и чтобы облегчить подобные моменты в жизни других, возможно, дальнейшие советы помогут кому-то сократить годы ожидания на интервью. И вот эти способы. Способ номер один. Один из первых вариантов подойдет тем, кто в силу длительности ожидания и неопределенности испытывает стрессовое состояние, мешающее адаптации и развитию в текущих условиях. Если вы постоянно нервничаете, ваш сон тревожен и с нарушениями, вы не можете сконцентрироваться на рабочей полезной деятельности по причине подвешенного состояния, имеете тревогу из-за неопределенности относительно будущего развития, то вы можете обратиться к психологу за помощью и поддержкой. По прошествии нескольких сеансов общения с психологом он вам может выдать заключение, в котором будет указано, что вас нервирует, по поводу чего вы переживаете, и в целом о вашем психоэмоциональном состоянии и влиянии стресса на физическое здоровье. Далее эта бумага плюс сопроводительное письмо, в котором указывается, что в связи с обстоятельствами и вашим состоянием, указанным в заключении, вы запрашиваете интервью вне очереди, а также указываете, как ускоренное прохождение интервью повлияет на ваше физическое здоровье. Сопроводительное письмо надо составлять на имя руководителя иммиграционной службы в том офисе, где находится ваш кейс. Далее эти бумаги можно отправить по почте, либо доставить в офис рассмотрения лично. После этого вызов возможен в любой момент. Могут прислать уведомления по почте о дате интервью, могут позвонить на контактный телефон и сообщить, что ваше интервью назначено, к примеру, на завтра или через несколько дней. Вы должны быть на связи, чтобы оперативно среагировать и не пропустить интервью. Это рабочий вариант. У меня есть знакомые, которые так сделали, и их интервью было назначено в короткие сроки после отправки письма в иммиграционный офис. Если у вас есть адвокат, то он поможет в данном процессе. Если нет, то запрос к психологу с составлением заявления вы можете сделать самостоятельно. Второй рабочий способ – это записаться в так называемый шорт-лист в вашем иммиграционном офисе. Свободные даты на интервью часто возникают, если кто-то по различным причинам не может попасть и запрашивает отсрочку либо перенос интервью. Не поверите, но такие варианты встречаются достаточно часто. Либо по иным причинам не может присутствовать. В этом случае сотрудники офиса обращаются к шорт-лист и вызывают тех, кто в нем записан и подразумевается готов прийти на интервью в любой момент. Данный список есть во многих офисах. Его необходимо отслеживать, когда он доступен, когда он пустует, и записываться в него. В случае, если в конкретном офисе в конкретный момент шорт-лист отсутствует, не отчаивайтесь и попробуйте позже. Как правило, раз в несколько месяцев данный список есть в любом офисе, и наличие в нем свободных мест позволяет записаться и ускорить процесс кейса.
Например, по данным офиса Сан-Франциско в декабре 2019 года шорт-лист был доступен и был пуст. Конечно, молва об этом распространилась, и список был заполнен в достаточно короткие сроки. Но это показывает, что те, кто заинтересован в скором разрешении своего статуса, могут сами отслеживать, когда будет возможность податься на ускорение кейса. Третий способ немного сложный и рискованный, но он также рабочий. В американском законодательстве всегда прописаны четкие сроки обработки любого запроса или документов, и согласно этим правилам обработка документов сверх сроков много лет является нарушением. В данном случае есть возможность отправить в иммиграционный офис письмо с требованием соблюдения сроков в соответствии с законом. И если этого не произойдет, то вы будете обращаться в судебные органы для соблюдения своих прав. Мера очень действенная. Офис в любом случае вам ответит, но ответы могут быть разные. В редких случаях офис отказывает, и тогда возможно действительно судиться, что является достаточно дорогостоящим процессом, но скорее всего суд будет выигран. Либо интервью будет назначено в короткие сроки после данного уведомления. Но интервью может оказаться, что называется, под угрозой, поскольку к вашему делу, скорее всего, будет пристальное внимание и возможны придирки. Необходимо быть уверенным, что ваш кейс с точки зрения различных мелочей составлен в соответствии с требованием закона. В этом случае любая опечатка в официальном документе может быть расценена офицером как попытка солгать и ввести в заблуждение, и дальнейшие проблемы могут быть гарантированы. Но если вы уверены в своем кейсе, если вам надоело ждать, то вы имеете полное право воспользоваться данным способом и существенно сократить время ожидания интервью. Оптимально, если вы работаете вместе с адвокатом, который знает многие тонкости данного процесса. Но вы должны понимать, что такая опция есть, и многие использовали данный способ, не обращаясь к специалистам. Четвертый способ доступен тем, кто состоит в отношениях. Как правило, в паре в случае подачи заявления на убежище есть основной подающий, а второй вписывается в кейс зависимым. И все решения для одного автоматически распространяются на двоих. В случае, если в установленные сроки назначение интервью не произошло, можно зависимого сделать основным подающим. В этом случае документы подаются заново в соответствии с изменениями и согласно законодательству вас должны вызвать на интервью в течение нескольких недель. Мы воспользовались этим моментом, в нашем случае все произошло стремительно и неожиданно в какой-то степени. Вызов на интервью мы получили в течение буквально нескольких дней с момента подачи документов в иммиграционный офис. Наиболее просто данный способ совершить, если зависимый оказался на территории США менее года назад с момента прилета в Америку. Но и в случае превышения этого срока при наличии обоснования, почему так произошло, документы примут. И интервью пройдет без особых проблем. Таким образом, томительное и мучительное ожидание может быть закончено достаточно быстро. Пятый способ. Если вы в паре, но по каким-либо причинам вы один на территории США, а ваш супруг или супруг находится в стране в трудных или опасных обстоятельствах, то разлука с членами семьи, супруг, дети – одна из законных и значимых причин для подачи ходатайства на ускорение кейса. В данном случае существенным является то, что в случае завершения кейса соискатель имеет возможность запустить процесс воссоединения с семьей и детьми. Шестой способ. Вам необходимо написать вашему сенатору письмо с просьбой об ускорении кейса и обоснованием, почему это так необходимо. Я более чем уверен, что это не все способы об ускорении продвижения вашего кейса в иммиграционном офисе. На днях выпустили новые законы по иммиграционным процессам, поэтому если вы знаете, что что-то поменялось, или появились новые способы, или вы вдруг знаете старые действенные способы, то мы очень будем рады прочитать об этом в комментариях под этим видео. Лайки, подписки. Всем добра!